Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня буду вязать вот такие вот домашние теплые туфли из плотной толстой пряжи. Я так думаю, что эта модель подойдет как для мужчин, так и для женщин. Если взять цвета повеселее, поярче, можно сделать женские. Ну, а если такой цвет, то пройдут как мужские. Значит, вязать я эти тапочки буду из пряжи в этот раз турецкая у меня, она с шерстью. Так, что у нас здесь с метражом? Метраж на 100 грамм 170 метров, 75 акрила, 25 шерсти. Спицы я возьму номер 3, круговые и обычные 2 спицы. И вот 2 цвета у меня. Еще один подобрала по метражу подходящий, контрастный цвет. Вы можете использовать любые цвета. Значит, на размер они у меня получились 39-40. Если размер нужен будет меньше, убавляем по длине на пару рядов меньше, и по ширине при моем метраже пряжи, и по ширине на пару петель меньше сверху и по подошве. Если же взять пряжу, например, тоньше, то есть метражом 240-250 метров, то, соответственно, у вас размер уменьшится. Так, сейчас я вам замерю, что я тут навязала. Вот так вот он выглядит. Сразу покажу. Так, по подошве померяю. Хотя я в процессе вязания измеряла. Ну, замерю еще раз. Значит, 23 сантиметра. Вот до конца. На 2 сантиметра даю на растяжку. Я вот на картинке есть, примерила их на 39-40. Нормально сидят. Теперь, значит, что еще замерить? Что еще замерить? Вот так вот. Передняя часть. В готовом виде, вот смотрите, 11, да? Боковые части. Возле пятки у нас что получилось? Вот пятку я как раз и не замеряла. 7 сантиметров. Средняя часть здесь вот 6 сантиметров. Вот так вот. Значит, советую сначала увеличить скорость, на быстрой скорости пробежать все видео, просмотреть весь процесс, как он вяжется, чтобы потом не было вопросов. Но модель вяжется очень просто, несложные. Вот эти вот дверки. Открывается это все. Так что советую связать. Мне очень понравились. Не знаю, вроде бы так просто. Сидела, не глядя, связала. Даже не планировала такое вязать. Переходим к просмотрам. Всем легких петелек. На спице номер 3 я наберу 11 петель. Обычным способом набираем петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязываем первый ряд все лицевыми. Весь следок буду я вязать лицевыми петлями. Со второго ряда это у меня будет лицевая сторона. Я буду делать в начале и в конце ряда по одной прибавке. Кромочную провязываю изнаночной. Теперь первую снимаю, вторую провязываю. После второй петли я буду делать один накид, одну добавку. Одну добавила. Далее вяжу все лицевыми, не довязывая 2 петли, сделаю еще одну прибавку. По изнаночной стороне буду вязать без изменений, все лицевыми. Осталось 2 петли, одну прибавила. Так, последняя изнаночная. Перешли на изнаночную сторону, все провязываю лицевыми. Вяжем до конца ряда. И по лицевой стороне расширяю. Довязала ряд до конца, опять перешла на лицевую сторону. Продолжаю так вязать. Одну сняла, одну провязала, одну добавила. Опять провязываю все до конца, не довязывая 2 петелек, делаю одну добавку. Значит, так я провяжу сейчас, пока у меня на спице не будет 23 петли. К вам вернусь и будем вязать дальше. 7 зубчиков. Вот по вот этим вот дорожкам, если посчитать, 7 дорожек у меня будет. А потом я буду вводить вот этот вот контрастный цвет. Если размер
маленький, меньше, чем у меня. Я 11 набрала, наберите тогда 9 на пару петель меньше. Так, пришла в конец ряда, одну добавила. Так, все, перешли на изнаночную сторону без изменений. По лицевой делаю добавки. Так, расширила я до 23 петель сейчас. Всего у меня мысок будет 27 петель. Если размер меньше, сделайте на пару петель меньше. 25 остановитесь. Но это при моем метраже. Теперь основной цвет я разделю на 2 моточка. Сейчас с каждой стороны буду вязать с разных ниток. Теперь продолжаю вязать и делать добавки. Значит, теперь сейчас провяжу 9 петель вместе с добавкой. Вместе с кромочной я считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Среднюю часть беру контрастный цвет, 7 петель провяжу контрастным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И оставшиеся петли опять провязываю основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаю одну прибавку. 7 и 2 довязываем. 8 и 9. Так, все. Теперь перешли на изнаночную сторону. Здесь без изменений. Все вяжем лицевыми. Так, узлы эти я потом ниточки позакрепляю все. Середину провязываем контрастным цветом. Довязываем ряд до конца. Переходим на лицевую сторону. Так, сейчас у меня будет последняя прибавка. И среднюю часть я буду в каждом ряду расширять. Сначала одну петельку добавлю, потом по 2 петельки расширю. Значит, первая, вторая провязала, последнюю прибавку сделала. Ах. Так, теперь не завязывая одной петельки, провязывая ее контрастным цветом. Было 7, сейчас будет 9, средняя часть. Одну добавили, провязали. Средняя часть 9 петель. Так, переходим на основной цвет, довязываем все до конца основным цветом. В конце ряда сделаю последнюю добавку. Перейдем на изнаночную сторону. Изнаночную сторону вяжем всю без изменений. Синий над синим, контрастный белый у меня над белым провязываем. Так, довязываем изнаночную сторону. Опять переходим на лицевую. Опять провязываем. Сейчас я не довяжу 2 петель до середины, до средней части. Добавлю по 2 петли. Значит, что у меня будет, сейчас сразу скажу. Средняя часть по краям, основной цвет у меня останется по 5 петель. Средняя часть у меня, сколько получится? 17 петель, да, останется. Всего у меня 27. Посередине будет 17, по краям по 5. Угу, вот так. Если вы набирали меньше петель, то, значит, средняя часть будет на пару петель меньше, или по боковым сторонам можно тоже уменьшить. Так, провязываю основным цветом, не довязывая 2 петель, перехожу на контрастный цвет. 2 петли осталось, теперь здесь 2 добавлю. Провязываю среднюю часть.
И в следующем ряду точно так же добавлю еще 2 петли, расширю. И потом будем вязать до самого до разъема, провяжем нужную нам высоту мыска, без изменений потом будем вязать. Значит так, что у нас здесь? Провязали 2 петельки, еще добавила. Вот, расширяю. 7 осталось. Довязываю основным цветом до конца. Переходим на изнаночную сторону. Изнаночная сторона без изменений. Все вяжу лицевыми. Каждый цвет над своим цветом провязываем. Так, провязываем изнанку. Так, перешли на лицевую сторону обратно. Так, последний, вот у меня осталось 5 петель. Делаю я последнее расширение вот здесь по средней части. Еще 2 петельки провязываю контрастным цветом. Все, в середине у меня 17. Провязываю среднюю часть и точно так же добавлю 2 белым здесь и оставшиеся провяжу основным цветом. Так, что я тут добавляю? 2. Ниточку здесь перетягиваем, чтобы не было никаких дырок. Ой, сама сказала, а сама не так сделала. Так, все, 2 расширила середину. Оставшиеся 5 петель я провязываю. Но опять же, у вас может быть другое количество. Если по мыску вы набирали, например, меньше петель. Так, все, теперь далее. Изнаночную лицевую сторону будем вязать без изменений. Вот, вяжем основной цвет, контрастный цвет и опять основной цвет. Так провяжем вот до самого разъема. У меня высоту будет по дорожкам, по зубчикам, если посчитать, 25 зубчиков. Довяжу до конца, точно замеряю в сантиметрах и посчитаю по зубчикам. Теперь все, далее все продолжаем вязать лицевыми двумя цветами. Сзади нитку перетянули, провязываем. Так, довязываем ряд до конца и точно так же переходим на лицевую сторону, продолжаем вязать. Провяжем мысок до конца самостоятельно, все без изменений. Далее вяжем. Расширили, расширили. Ой, что я? Так, 1, 2, 3, 4, 5. Провязала основным цветом 5. Нить перебросили. Середину провязываю контрастным цветом. И опять боковую часть, вот 5 петель у меня осталось, я буду вязать основным цветом. Подтянули. Так, все, провязываем нужную высоту мыска и встречаемся. Так, провязала нужную мне высоту. В сантиметрах у меня это получилось сколько здесь? Ну вот, смотрите, 12 высота, в ширину 11. Теперь сейчас я буду делать посередине разъем на средних 9 петлях. Довязала ряд до конца. Средние 9 петель я буду закрывать с изнаночной стороны. И будем по отдельности потом вязать каждую сторону. Так, перешла на изнаночную сторону, провязываю по 9 петель. 9, 9 и 9. 9 петель провязываю сейчас. 1, 2, 3, 4, 5 провязала основным цветом. Теперь 4 контрастным провязываю 4 петли. 1, 2, 3, 4. Далее средние 9 петель я буду закрывать. Одну провяжу, вторую провяжу и первую провязанную набрасываю на вторую. Протянула. Петельку провязала и предыдущую набросила сверху, протянула.
закрываю все средние петли. Так, и последняя. Так, все. Теперь продолжаю вязать вторую половину. Еще одну, значит, надо вот 4 петли, чтобы осталось, Все, 4 белым у меня осталось и 5 основным, 9 петель. Так, довязываю этот ряд до конца. Сначала провяжу, это какая у меня получается правая часть, а потом провяжем вторую часть. Перешла на лицевую сторону, провязываю 9 петель. Значит, сейчас я провяжу высоту 8 зубчиков и сделаю потом несколько добавок. Увеличу боковую сторону. Так, здесь вяжем обычно все лицевыми, кромочную провязываю изнаночной. Все, провязали, развернулись. И здесь вяжем по узору. Белый над белым, синий над синим. Все провязываем платочной вязкой. Так, ну, все ряды показывать не буду. Значит, что мы сейчас сделаем? Смотрите, я вот довяжу до середины ступни и здесь начну, сделаю несколько прибавок. Будет у меня всего в конце 14 петель. Да? Провяжу 8 зубчиков сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И через один ряд буду добавлять по одной петельке. Увеличу. Значит, вяжем сейчас, потом будем прибавлять. Так, провязала я 8 зубчиков. Высоту что-то получается приблизительно 3,5 сантиметра у меня. Начинаю делать, первая прибавка у меня будет. Боковую сторону немножечко мне нужно расширить, потому что это мало петель. Так, не довязывая 2 петли, я делаю одну прибавку. Прибавила. Так, все, перешли на изнаночную сторону. 1, 2, 3 изнаночный провяжу. Получается через полный ряд, да? И сделаю еще одну прибавку. Так, вяжем. Вяжем и через 1-2 ряда прибавляем. Главное, чтобы они были равномерно прибавленные. Так, довязываю ряд до конца. Следующий ряд опять провязываю без изменений. Лицевой, изнаночный. И потом в лицевом опять сделаю прибавку. Так, развернулись. Провязываем ряд до конца. Лицевой провязали до конца, перешли на изнаночную сторону, довязываем изнаночный ряд. Тоже весь провязали без изменений. В следующем ряду делаю опять одну петлю, прибавляю. Перешли на лицевую сторону, не довязывая 2 петель, одну прибавляю. Значит, так я буду прибавлять, так как я уже говорила, расширю до 14, провяжу нужную мне длину, у меня высоту будет... Ой, где же я записала? 19 зубчиков. По зубчикам, ну, довяжу до конца, замерю в сантиметрах. Осталось 2 петельки. Опять одну добавила. В конце петли я закрою. Петли можно оставить открытыми, не закрывать. Об этом меня уже спрашивали. Можно оставить открытыми, потом, когда будем обвязывать, просто эти петли провязать. Но я предпочитаю петли закрыть и потом набирать. Мне так больше нравится. Значит, что мы сейчас сделаем? Довязываем боковую часть, нужную нам длину до пятки. Добавим вот несколько петель, увеличим боковую сторону. Я к вам вернусь, пойдем вязать вторую сторону. Довяжем вторую сторону точно так же, как вот эту вот. Потом обвяжем весь верх. Нет, потом мы сделаем вот эту вот застежку впереди. А потом уже пойдем обвязывать боковые стороны и перейдем на подошву. Так, довязываем сейчас боковую сторону. Закончила вязать эту половину.
Закрыла петли. Так, что у меня тут в сантиметрах получилось? Почти 10, 9,5. Теперь переходим ко второй половине. Так, здесь что я сделаю сейчас? Вот ниточку подниму, петельку. Потом ее подвяжем, этот хвостик. И точно так же буду вязать, как вязала вот эту вот часть, только здесь я сделала в конце ряда одну добавку, а на этой стороне буду делать в начале ряда. Хотя можно по изнаночной, конечно, добавлять. Ну, это ж кому как удобно. Так, подняла петельку, чтобы здесь не было дырки. Провяжу ее вместе с первой. Так, теперь провязываем все 9 петель. Вот этот хвостик сразу заплету его. Нить перетянула. Все, вяжем так до конца. Перешли на изнаночную сторону. Опять все провязываю лицевыми. Кромочную провязываю изнаночной. Так я провяжу точно так же. Там я провязывала 8 зубчиков. У меня была первая добавка. Точно так же буду делать на этой стороне. Провяжу 19 дорожек в высоту. Закрою петли и потом пойдем вязать дальше. Изнаночные развернулись и продолжаем вязать в начале ряда или по изнаночной в конце ряда. Точно так же сделаем прибавки с этой стороны. Вяжем, заканчиваем вторую сторону. Закончила вязать вторую половину, закрываю петли. Так, сначала закрою белым, а потом закрою темным. Теперь подтянула. Эту ниточку перебрасываю, заплету ее. Как я уже говорила, можно оставить открытыми, взять их просто на запасную булавку или на нитку собрать. Значит, нить, основной цвет я не обрезаю. Вот так вот подтяну. Белый мне больше не нужен. Убираем. Так, теперь что дальше буду делать? Так, смотрите. Сейчас я вот 1, 2, 3, да вот с 4-го зубчика наберу петли, провяжу одну половинку, застежку ее назову, а потом точно так же наберу с этой стороны, только уже сверху, и провяжу вторую. Потом свяжем, что мы свяжем. Можно взять готовый шнурок, можно вот связать просто цепочку такую, и будет такой шнурочек, и вот проденем его. Значит, так. Подвяжем сейчас сюда нитку. Подхватываю одну петельку и набираю. Так, опять одну, вот самую последнюю, за одну дужку здесь подхватываю. Так наберу до последнего ряда. У меня будет 17 петель. Так, набрала петли. Теперь разворачиваемся и буду вязать все лицевыми. Я провяжу
6 полных рядов. В последних 2 рядах по краям по 2 петельки я поубавляю, чтобы закруглить немножечко край. Так, все, здесь ничего сложного нет. Значит, сейчас провязываю. 4 ряда провяжу, потом сделаю убавки. Будет всего у меня 6 дорожек, и я закрою петли. Один, два, три, четыре. 4 дорожки я провязала. Теперь изнаночная сторона. Первую убавку сделаю в начале и в конце ряда по одной петле убавлю. Первую сняла, 2 вместе провязала, вяжем до конца ряда, убавлю в конце ряда еще одну петлю. Так, пришли в конец ряда, 3 петли осталось, 2 провязываю вместе, кромочная, изнаночная. Так, 1, 2, 3, 4, 5, сколько-то у меня 5, 5, еще одну провяжу сейчас, будет 6. Так, этот ряд провяжу без убавки, в следующем ряду убавлю. Вяжем до конца ряда. Довязали до конца ряда. Последний ряд провязываю. Еще 2 петли вместе убавила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 вместе провязала. 12 и последняя кромочная 13 петель у меня осталось, а было 17. Убавила я 4 петли. Все, теперь можно это дело закрыть. Все. По 2 вместе здесь закрываю. Так, закрываем петли. Так, закрыли петли, потом вот этот вот хвостик, его вот так вот. И здесь его спрячем. Вот ниточками хорошо его запрячем. Потом, значит, так, одну половинку застежки вот связала. Теперь вторая часть. С этой стороны набирать будет неудобно, поэтому я начну набирать сверху. Так, где вот я закончила, с этой стороны начну набирать. Все точно так же. Наберу петли, провяжу 6 рядов у меня. Вы опять же, если у вас ширина была меньше мыска, что я хрипла, тогда у вас вот эта вот высота застежки может быть меньше рядов. Так, первая. Перегнули. Тонкий крючок беру, чтобы удобнее было здесь захватывать. Так вот набираем. И точно так же провязываем. Аккуратненько здесь вот так вот перегнуть, чтобы лучше видно было вот эти вот, за какую петлю подхватывать. Да, вот самая крайняя дужка проходит, за нее подхватываем. Так, все, наберем до конца, провяжем точно такую же деталь, свяжем шнурок, я к вам вернусь и это дело закончим. Закончила вязать вот вторую половину, закрыли петли, попрятали все хвостики, вот такие вот у нас двери получились здесь, значит. Осталось у меня, вот смотрите, между ними сантиметра 1,5. Теперь связала цепочку и любым способом зашнуруем сейчас вот этот вот корсет наш. Так, сейчас я одну сверху протяну.
дырок не оставляла, оно и так легко все проходит. Так, и вторую вот сюда продели. Так, теперь одинаковое, что было. Так, вот так вот. Ну и все. Теперь вот так вот шнуруем. Отсчитываем здесь одинаковое количество петель, чтобы у нас было расстояние. Вот 1, 2, 3, четвертой. Посчитайте, сколько у вас здесь получилось вот этих вот косичек. Разделить их на несколько раз. Так, что у меня здесь сначала эту протянем. Нет, надо было сверху сделать. Я с под низу протянула, надо было сверху сделать. Ну, все знают, как шнуровать ботинки, кроссовки, поэтому дальше уже показывать не буду сейчас. Аккуратненько вот это вот дело надо все зашнуровать. Вот так вот. Понятно, да? Надеюсь. Так, давайте это закончим. Пойдем вязать дальше. Так, ну, здесь можно бантик, можно, я не знаю, я прям не придумала, как вверх. Как вверх завязать, не придумала. Как-то так вот. Можно просто на узел завязать и оставить. Так, поехали дальше. Что у нас дальше? Теперь я беру круговые спицы, также номер 3. Вот у нас осталась вот эта вот темная нить. И теперь по всему слитку полностью я наберу петли. Провяжу высоту. Значит, у меня по краю, по одной стороне будет до мыска 46, по мыску 11. И здесь, ну точно так же 46. Набираю вот от краю. Высоту провяжу 3-4 полных ряда. По зубчикам, если посчитать, смотрите, 1, 2, 3, 4. Это получается, если лицевой и изнаночный, 8 рядов. 4 дорожки, 8 рядов. Опять же, ориентируйтесь по своему размеру. Если размер меньше, то можно провязать эту высоту меньше. 2 сантиметра это будет у меня. Значит, все провяжу полностью также лицевыми петлями. 2 сантиметра. Вот первая петелька на спице. Сразу же вот ввожу сюда крючок, вытащила. Под 2 дужки набираю петли. И 8 рядов я провяжу все лицевыми. Так, набираем по всему слитку петли. Я к вам вернусь. Красота, да? Закончили набирать петли по всему слитку. Разворачиваемся на изнаночную сторону. И все вяжу лицевыми. Сильно петли не вытягивайте здесь, чтобы не было дырок. Все, так провяжу 2 сантиметра. К вам вернусь, потом перейдем на подошву. Так вот. Все, обвязываем. Закончила обвязывать следок весь. Сейчас переходим к подошве. Ой, девочки, знаете, что я вам неправильно сказала? Вот взяла и обрезала вот эту вот нить, а ее не нужно было обрезать. Заработалась. Вот, совсем забыла, я задник половину буду вязать основным цветом, а половину белым, поэтому, ну, придется теперь подвязать мне. Я сейчас, конечно, надпись там еще сделаю в предыдущем ролике. Ну вот, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Раз, не глянула и отрезала сразу. Ну, не смертельно, конечно, но вот поздно спохватилась. Так, теперь переходим к подошве. Провязала подошву, буду вязать на средних, начну 9 петель, расширю 11, и еще 2 доберу, будет 13. Так, этот ряд я вот провязала. Можно нить просто обрезать и начать с середины вязать. Я провязала одну половинку, ничего страшного, чтобы не обрезать нить. Так, дошла до середины вот. Теперь сейчас эти круговые спицы подтянем. Теперь провязываю средние вот эти вот 9 петель, которые я отложила на подошву. Провязываю всю подошву, также буду вязать лицевыми петлями. Все провязываю до последней петли. Так,
последняя. Тоже ее провязываем. Нить перевела, развернулась. Я взяла отдельную спицу, чтобы здесь начало было более удобно, потому что круговые спицы немножечко вот плохо разворачиваются. Так, первую снимаю, нить впереди у меня. И опять провязываю 9 петель и 10-ю добавляю с боковой спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 провязала, одну добавила, провязала, развернулась, провязываю опять все и одну добавляю с боковой спицы. Так расширю подошву. Опять же, если размер меньше, то на пару петель наберите меньше. Расширю подошву, а потом буду соединять по 2 петельки. Одну с центральной спицы, одну с боковой. Буду по методу пятки провязывать по 2 вместе. Одну добавила. Развернулись. Опять провязываем по изнаночной стороне и при необходимости одну петельку добавляем. Расширила подошву. Далее продолжаю вязать все так же лицевыми петлями, платочной вязкой. И теперь последнюю петельку я буду соединять. Сейчас соединю вот эти вот все петли до конца. Вяжем подошву и боковые петли соединяем. По изнаночной стороне я 2 вместе провяжу лицевой петлей. Перешла на лицевую сторону. Опять первую снимаю, все провязываю лицевыми. Последнюю петельку с петелькой с боковой спицы я провяжу 2 вместе изнаночной петлей по лицевой стороне. Так провяжу всю подошву до конца, потом перейдем на пятку. Так, вяжем подошву, я к вам вернусь. Так, последняя петелька, лицевая сторона, провязываю 2 вместе. Так, соединили 2 вместе, все. Вяжем дальше до конца, вот так вот заворачивается. У нас полностью, получается, перешел мысок в подошву. Так, вяжем, заканчиваем подошву. Соединила все петли подошвы, закончили вязать подошву. Так, что у нас здесь получилось? Вот такая туфля получилась. Довольно-таки плотная. Потом под мокрое полотенце положить, и все это выровняется. Так, теперь здесь я закрыла все петли последние. Что я буду делать дальше? Закрываем пятку. Теперь вяжем пятку. Так, довязываю. Так, теперь смотрите, последние 2 петли закрываю, одну петельку убавляю и одну добавляю вот по 2 дужками. Одну добавляю. Можно, конечно, спицей это делать. Теперь опять провязываем. У меня 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 последних провязываю вместе. Одну убавила и одну вот с боковой стороны добавила. Вот так вот я буду закрывать пятку в этот раз. 2 дужки. Одну добавила. Перешли на изнаночную сторону. Опять все провязываю. В конце одну петельку убавляю и одну добавляю с боковой стороны. Закрою вот эти вот темный цвет, у меня основной цвет. Потом перейду на контрастный цвет и точно так же до конца буду закрывать всю пятку. Так, еще раз. Довязываем до конца. Так, последние 2 провязываю вместе и одну добавляю. Опять первую снимаю, остальные все провязываю лицевой. В последнем
Последние 2 петли провязываю вместе, одну, то есть убавляю, и с боковой части одну добавляю. Так, здесь добавила, теперь вот здесь добавила, развернулась, все, вяжем так. Закончила вязать я основным темным цветом. Теперь перехожу дальше на светлый цвет, на белый цвет. Вот если б нитку не обрезала, так сейчас бы у меня узла бы не было. Ну, пришлось подвязать теперь. Так, довязываю по изнанке основным цветом. Все точно так же. Последние 2 закрыла. Теперь все это я убираю. Перешла на белый цвет. И продолжаю дальше вязать белым. Эти узлы потом прячу. Так, вяжем до конца ряда теперь контрастным цветом. И точно так же последние 2 петли провязываю вместе и одну добираю с боковой стороны. Добавила. Теперь здесь кверху можно по пару петель с каждой боковой стороны убавить, чтобы не было сильно широко. Вот эта вот верхняя часть, но это опять же при необходимости. Последние 2 провязала вместе, одну добавила. Так. Развернулась. Теперь первую сняла, вторую провязала. Вот здесь сделаю по одной петельке, я убавлю. Так, я одну добавила. Все, так теперь вяжу до конца. Так, что у меня здесь осталось? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2 петли убавила. Все, 11 петель. Буду заканчивать. Опять первую снимаем, провязываем все петли. Последние 2 провязываю вместе, одну добавляю с боковой стороны. Точно так же сделаю по лицевой стороне. Значит, закончу вязать пятку, закрою петли. 2 и вот добавила. Все, развернулись, опять провязываем. Последние 2 закрываю, одну добавила с боковой стороны. Вяжем, заканчиваем пятку вязать. Вот так вот. Видно, видно. Так, заканчиваю я последний ряд вязать. Так, что у меня здесь осталось? Нужно добрать одну петельку, я ее доберу вот с этой стороны. И сейчас буду сразу закрывать петли. Одну добрала и по 2 петли вместе провязываю, закрываю. Так, пришла в конец ряда. Здесь точно так же 2 провязала вместе, протянула. И вот здесь соединю сейчас.
соединила. Так, это потом все подтянем и подвяжем там внизу. Теперь, что я сделаю? Вот этот вот верх сейчас сразу вяжу. Можно один раз обвязать крючком. Если высоту хотите увеличить, можно пройтись крючком, можно рачьим шагом обвязать. Мне высота достаточная для меня. Сильно высокий не хочу, поэтому я просто провяжу вот такой вот шов. Одну петельку вытащила и протянула немножечко, чтобы не было сильно растянутое. Вот этот вот верх мне нужно собрать. Одну вытащила и протянула вот так вот. Так, продолжаем так обвязывать до конца. Опять же, ввела крючок под две дужки, вот под крайний ряд, захватила и протянула. Или же просто обвязать. На сегодня свой рассказ я буду заканчивать. На этом будет все. Заканчиваем делать обвязку. Такой вот, как бы так показать, вот вверх. Все, девочки, всем легких петелек, всем спасибо за просмотры. До новых встреч, всем мира и добра, пока-пока.